Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Твой Мир. Меня зовут Наталья. Дорогие мои, прежде всего хочу вам выразить благодарность за ваши лайки, за ваши комментарии, за обратную связь, за отзывы. Я очень ценю это. Я просто в восторге, когда вы даете обратную связь. Я вам благодарна за ваши пожелания, за ваши поздравления, за ваши комментарии. Пусть вам вернется все в тысячекратном размере, все то добро, которое вы посылаете мне. И пусть ваши сердца всегда пылают надеждой, любовью, добром и светом. Дорогие мои, сегодня хочу предложить вам расклад, который будет называться «Прогноз для знака зодиака Девы на январь месяц». Девы, дорогие, настройтесь. Мы посмотрим, что вас ждет в январе месяце. Итак, Девы, январь месяц. Первая декада месяца для Девы. Но смотрите, дорогие мои девы, первая декада месяца для вас проходит под знаком, знаете, такой какой-то легкости, какой-то воздушности, как будто вы, знаете, еще не определились в чем-то, да, вы как к чему-то относитесь очень легко, хотя мы видим здесь, что у вас идут какие-то новые начинания, возможно, у вас идет какой-то новая какая-то встреча. Угу. Возможно, какая-то новая встреча, возможно, какое-то новое начинание, либо вообще какое-то начало в общем. Но здесь вы знаете, достаточно как-то опираетесь на прошлые события, либо все-таки думаете, да, анализируете, что по сравнению с прошлым опытом как-то, возможно, у вас и есть вот этот страх вступить куда-то в какие-то новые отношения, либо начать что-то новое на базе того, что у вас уже раньше как-то было так или иначе, и здесь у вас есть какой-то вот такой вот жизненный опыт. Поэтому здесь пока вы в ситуации такой, что пока думаете, размышляете, как-то несерьезно к этому относитесь. Но здесь, знаете, всегда говорю, дурак да не дурак. И по этой карте можно сказать о том, что это ваша внешняя такая инфантильность, внешняя какая-то несерьезность к этому делу. Хотя на самом деле в глубине души вы вполне ответственный человек, вы вполне разумный человек. То есть вы понимаете, какие действия вам предпринимать и какие последствия далее вы будете иметь от принятых действий. Во второй декаде месяца что вас ожидает, дорогие девы? Вторая декада месяца. Ну, смотрите. Вторая декада для вас пройдет под таким, знаете, такой какой-то момент, как будто у вас не то что как вскроются какие-то старые дела, возможно, что-то придется завершить, где-то что-то доделать. Еще здесь такой может быть момент, что вы в каком-то, вот мы видим, да, в первой декаде, что у вас есть некое начинание, а во второй декаде вы как раз-таки еще, вот знаете, такой новичок в этом деле, который делает первые пробы, делает первые какие-то свои ошибки, и за них получаете, знаете, как не то что нагоняй, может быть, какой-то выговор, может быть, какую-то критику получаете за эти первые ошибки. Но при всем том мы видим здесь, что у вас потрясающие возможности именно для того, чтобы улучшить свое материальное благосостояние. Здесь, знаете, как с небес прям вам такой как дар. Много возможностей, много каких-то, возможно, даже связей, каких-то встреч. И все вот в таком формате, что будет вас вести именно в тот момент, чтобы вы улучшили свое благосостояние. Но здесь для вашего благосостояния тоже, понимаете, вам как придется очень много трудиться для того, чтобы заработать эти деньги. То есть здесь нету такого момента, что все пройдет по легкости, все пройдет по какой-то беззаботности. Здесь нет, здесь все-таки есть этот момент, что
трудиться придется, но опять-таки в то начало, в которое вы пошли, да, в какой-то вот в новый виточек, здесь, да, у вас прекрасные возможности все-таки заработать финансовый какой-то даже капитал свой, я так скажу. Третья декада месяца для вас, дорогие девы. Знаете как, в третьей декаде месяца у вас такой момент, когда вы как-то даже не сопротивляетесь какому-то моменту. Возможно, здесь как раз-таки вот это какая-то усталость от того, что возможностей-то много, заработать вы можете, но вы как-то устаете от этого, да. И здесь вот такой момент, когда вы просто доверяетесь судьбе, вы понимаете, что ваша цель, она есть, но вы на какой-то момент, знаете, хотите вот просто опустить руки. И хотя здесь вот рядом пятерка пентаклей, да, которая говорит о том, что в данной ситуации тебе нельзя останавливаться, тебе нельзя опускать руки, ты должен или должна действовать дальше, да, идти к своей цели. И здесь еще возможно какой-то, ну, то ли мужчина, то ли женщина, знаете, такой человек вам окажет эту помощь, да, в достижении какой-то вот этой вашей цели. Возможно, он вас как-то приободрит, возможно, он вам подскажет какие-то другие пути воздействия на вашу цель. То есть здесь такой момент, что вы не останетесь одни в этом аспекте, да, вот этого какого-то трудного состояния, когда вы уже, знаете, так подрасшатали себя и уже нету сил на то, чтобы дальше как-то бороться или сопротивляться, или идти в какую-то дальше в развитие, и вам захочется здесь отпустить все на самотек. Но здесь как бы, да, понимаете, ситуация есть такая, что вы должны довериться судьбе. И здесь первое, что хочу сказать, что вы должны прислушаться к мнению вот этого человека, который окажется с вами рядом. Человек такой, который, знаете, он умеет ставить цели, он умеет добиваться, он знает какую-то информацию, да, то есть как бы такие какие-то нужные, у него есть какие-то ключики такие, которые вот, ну вы узнаете этого человека, да, даже в разговоре, то есть он отзовется вашему сердцу. И вот здесь вот этот момент, что вы должны довериться этому человеку, послушать его какой-то совет. Потому что, как нам всем известно, у Бога нету рук, кроме наших, да, то есть вот вам ваша помощь Вселенной, ваша поддержка, и вам вот этот вот человек является для того, чтобы вам оказать помощь вот в этой трудной ситуации, когда вам не захочется больше ничего делать. Дорогие девы, давайте вытащим для вас совет, что же для вас советуют карты на январь месяц. А здесь, смотрите, девы, идет такая информация, первое, что возможно некое романтическое свидание, да, возможно какая-то романтическая встреча, такая полна чувственности, то есть какой-то вот такой человек в вашу жизнь может ворваться, который такой вот, знаете, он весь романтичный, он такой красиво говорит, он, ну как-то с ним вот легко, комфортно, приятно, да, то есть такой момент вот какой-то влюбленности даже может присутствовать, да, это такой первый момент, что вас такая встреча, возможно, ожидает в январе месяце. И второй момент, что здесь не впадать, знаете, как вот, сейчас подберу это слово, в состояние покоя через алкоголь, да, то есть здесь вот как бы не было трудно, вам не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что рыцарь кубков это как раз таки и такая карта, которая показывает на зависимость от алкоголя, да, и здесь вот вам рекомендации или совет, что как бы тяжело вам не было, все-таки не злоупотребляйте, потому что, ну, как бы больше появится каких-то проблем, нежели вы решите какую-то свою проблему, да, или ситуацию. Вот такой расклад у меня получился для дев. Девы, дорогие, я прошу вас, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите обратную связь, пишите обязательно, как проигрывается расклад. Для меня это очень важно. Это очень интересно, знаете, когда есть диалог между мной и вами. Потому что в видео здесь общаюсь я, вы меня просто слушаете. Я очень люблю, когда вы даете обратную связь. Это, конечно, очень ценно.
Я вас за это благодарю. Желаю вам всего доброго. До новых видео. Ваша Наталья.